Итак, хорошие мои, я вас всех приветствую. Как всегда, кто присоединяется, напишите мне по поводу качества звука и видео. Сегодня у нас будет расклад по потоку. Поменяла я тематику. Хотела посмотреть одну тему, но она будет позднее. Сегодня будет поток. И сейчас будем уточнять по поводу чего. Вообще тематику рассмотрим, да? Ну, во-первых, ребят, доверяйте своей интуиции. Добрый вечер всем, кто присоединяется. Видно и звук ок. Хорошо. Итак, доверяйте своей интуиции. Следуйте за ней, она вас приведет к счастью и успеху. Вот так-то. Несмотря ни на что. Давайте сейчас еще я уточню по поводу интуиции. Что нам хотят сказать. Прям такая основательная подсказка. Ага. Следующий момент. Контролируйте свои желания. Иначе вам не избежать потерь и ошибок. Здесь еще такой момент, ребят. По поводу защит. Обратите на это внимание, на свои защиты. Понимаете, вы и так выделяетесь из толпы. Вот люди, они по своему обыкновению, да, в большинстве случаев как бы-то схожи. Те люди, в кругу которых вы вращаетесь, общаетесь, не знаю, с которыми там каждый день встречаться можете по пути на работу, да. То есть я сейчас говорю конкретно о каком-то районе, в котором вы проживаете. Либо это город, неважно. Понимаете, по этой колоде, здесь, конечно, она интересная сама по себе. Здесь для кого-то из вас может конкретно проиграться вот сочетание этих карт, как то, что будут пытаться воздействовать на вас через сердечную и по нижним чакрам. То есть смотрите внимательно. Это та тематика расклада вообще, которую мы сегодня будем смотреть. Угу. Очень даже интересно. Вот смотрите. Давайте сразу так, по колоде, да, по самой этой колоде. По ее направленности я вам скажу, что помогайте тем, кто к вам приходит за помощью. И тогда вы получите вознаграждение. То есть, знаете, здесь еще может быть такой момент, не пытайтесь унести все скопом. Короче, в гробу карманов нет, помните об этом, да, если коротко. Это касается не только денег, это касается ваших знаний, ваших наработок, вашего умения, понимаете? И здесь вот следующий момент. Королева кубков, король пентаклей. Между ними шестерка жезлов. Кто по стандартным Таро ориентируется, сами понимаете, очень даже интересный такой аспект вырисовывается. Ну вот, будем эту тематику сегодня и рассматривать. Что же нам хотят сказать? То ли это касается для девочек какого-то короля, если для мальчиков здесь тоже может проходить как мужчина, так в принципе и женщина. Но мне больше проходит тоже отношения с мужчиной.
И больше как-то, вот знаете, личностный аспект. Эта колода хорошо показывает нутро человека. Итак, напишите, пожалуйста, кто есть, актуален ли поток в этом плане, по этой теме. Потому что сейчас будут показывать, я вообще не знаю. Абсолютно. Итак, я буду начинать расклад. В конце расклада я еще кое-какую тематику задену. Но сейчас сразу хочу посмотреть, что поток покажет. И еще знаете что? Убедитесь, что ваше сознание одобряет тот проект, который вы решили воплотить в реальность, а потом в него вкладываетесь. Мысленно, физически, интеллектуально, астрально почему-то мне идет. Потому что здесь еще, знаете, такое, давайте я так скажу, вот выпала карта, вот с нее и будем начинать. Вы как будто загорелись идеей, но смотрите, вам еще такой момент. Либо вы с кого-то берете пример, то есть не обязательно в плохом контексте, да, либо если в негативном контексте вас кто-то пытается увести к какой-то цели. Потому что здесь идут советы от тех людей или от человека, которому вы доверяете. На данном этапе, скажу так, если доверяете, то этот же человек вам в вашем проекте окажется выгодным и полезным. Всем добрый вечер, кто присоединился. Сейчас я буду раскрывать это дальше. Хорошо, что вас останавливает, да, в этом проекте, в вашем решении? Смотрите. Вообще интересно, все равно парой выпадают карты. Смотрите, король жезлов и королева жезлов. Что вас останавливает? Либо здесь пара проигрывается, либо же эти два аспекта и есть вы сами. То есть ваше мужское и женское. Что вас останавливает? Вы должны сконцентрироваться на своем проекте, либо на проектах, и исключить абсолютно все лишнее. То есть есть какой-то аспект, который вам мешает. Все равно он присутствует. Это если касается вас лично, да, ситуация, то есть именно ваш какой-то затык внутренний. Но я хочу сейчас посмотреть, коль тут фигурные карты выпали. Кто такой король жезлов? И кто такая королева жезлов?
Ну, ребята, смотрите, по королю жезлов, что я могу сказать? Вот то, что идет мне по потоку, король жезлов, это, допустим, духи-помощники могут проходить, либо те, с кем вы сотрудничаете и тому подобное. А вот королева жезлов, это конкретно персонажиха. В очень глобальном моменте это две энергии, которые на вас действуют, потому что вы должны как-то себя проработать и четко понимать, если вы хотите, вы действуете. Если же вы понимаете, что боязно, страшно, сомнения, не парьтесь, отложите на время и занимайтесь иными делами. Вот смотрите, король жезлов, император, верховная жрица и девятка пентаклей. То есть о чем это говорит? Здесь кто-то может советовать вам создать структуру ваших тайных знаний для достижения девятки пентаклей. То есть, чтобы вы обдумали свои цели, обдумали направление своего развития и полностью стремились в этом направлении. И здесь эта энергия, либо этот человек может вам советовать открыть свое дело. Кто тарологи практики, начать уже, да, конкретно что-то предпринимать в этом. Ну, к примеру, открыть там тот же YouTube свой канал, либо как-то проявиться в социуме через те же соцсети, опять же таки, как пример. Если это касается вашего какого-то дела, абсолютно не связанного с эзотерикой, соответственно, смысл не меняется. Создание структуры, понимаете? Причем новая структура, потому что она будет сделана по вашему желанию, так как вы хотите. Где-то что-то вы можете узнавать, как делают это же другие люди. И ориентироваться на них, да, для создания собственной структуры. Но по этому моменту я хочу посмотреть, чем вы сейчас завалены, что вам мешает. Умеренность. Ну, о чем здесь говорить, ребят? Вам нужно привести очень тщательно и осторожно свои мысли в баланс и стабилизировать себя. То есть здесь не сидеть, не выжидать, из пустого в порожнее не переливать. И определитесь уже, пожалуйста, вы по отношению к тем же богам, по отношению сами к себе, жертва, или же вы тот человек, в котором есть свет, и вы проводник этого света. То есть... Понимаете, все равно выходим на внутреннее противостояние. Вы вроде бы и хотите, но в то же время тормозите. Сами же себя. Опять же таки, моя любимая фраза, да, если вы чего-то боитесь, это именно то, что вы должны сделать в первую очередь. Вот так-то. Отметайте все вот эти вот какие-то недоразумения. Лучше жалеть о том, что вы сделали. И, допустим, у вас даже не получилось, чем о том, что вы не сделали. Итак, теперь посмотрим, что по королеве жезлов. Здесь могут проходить, знаете, какие аспекты по этой карте? Вот этот человек как раз вам и мешает. Как будто пытается направить ваше внимание на абсолютно другие аспекты вашей жизни. И здесь могут также проходить вызовы, ребята, вызовы, чтобы вы к кому-то проявились. Возможно, это и женщина. Девочки, для вас это тоже женщина. Для мальчиков то же самое. Здесь по энергиям так проходит. И смотрим, да, что это за женщина. Во-первых, здесь материальный аспект очень важен для нее. Это первое. Даже второе. А первое,
Понимаете, вот ее характеристика для вас. Это человек, который вас ограничивает в первую очередь. Своим присутствием, своим отношением к вам, понимаете, своими даже мыслеформами в вашу сторону. То есть вы должны осознать следующее в отношении этой барышни, что для того, чтобы вам освободиться и начать свое, вам необходимо от чего-то отказаться. Но и торопиться вам не следует. Вы должны оценить ситуацию, в которой каждый из вас находится. Они абсолютно разные и индивидуальные. Понимаете, эта женщина знает, что в вас есть внутренний свет. Она же на него ориентируется. То есть здесь, понимаете, крадники, коперы, стяги ваших идей, ваших проектов могут проходить. Все, что может принести ей деньги в первую очередь. Возможно, вам нужно отказаться от общения с этой дамой. Потому что, смотрите, эта женщина не думает о нематериальном, даже если притворяется крайне высокодуховной личностью. Понимаете, главное, чтобы в материальном аспекте было все по плану. И здесь этот человек, помните, выпадал король Пентаклей в самом начале? Вот же эта карта и вышла. Вот эта персонажиха хочет унести все с собой. От кого бы что ни досталось, понимаете? Здесь человек, если и помогает, то только с одной целью. Туз Пентаклей, денежка, выгода. Понимаете, те же идеи. Туз Пентаклей, не забываем, это не только денежный аспект. Это ваша энергия, идеи, планы, ваш азарт, не знаю, да что хотите. То, чем вы наполнены, понимаете, то, чем вы несете, в принципе, свет. Вот ей важны вознаграждения. И этот человек вас останавливает. Возможно, вам тяжело отказаться от общения с этим человеком. Я не знаю. Сейчас будем смотреть дальше, что по поводу той карты, которая выпала. Смотрим следующие моменты. Давайте я вот это уберу, с этим мы разобрались. Продолжим дальше смотреть. И сама карта перевернулась, я ее, значит, и достаю. Карта Верховного Суда. Вот смотрите, у вас есть проект. Мы рассмотрели, да, ситуацию по этому проекту. И вот следующая карта о чем говорит? Что вам не нужно откладывать в принятии решения. Решитесь следовать вашим желаниям. И знаете, на какие желания делаете ставки? На те, которые вас наполняют изнутри. Вам помогают предки, духи вашего рода. И не только они. Здесь еще очень много энергии. Тех, которые стоят уже за предками, духами вашего рода. У вас сейчас период такой, когда очень благоприятный момент наступает как раз для вот этих вот проектов, которые вы себе задумали. Насколько бы они дерзкими вам не казались в первую, по первому моменту на нынешнюю ситуацию, да. Вот лично для вас в ваших глазах. Ну, давайте я хочу посмотреть, что это. Нет, это я вот сюда. И что это за энергия? Так. По поводу энергии, которая стоит за предками, духами вашего рода. Во-первых, в зависимости от того, как вы трансформируетесь, такая энергия будет к вам приходить. Во-первых,
Основополагающее – это ваше упорство в достижении своих планов. Найдите для себя точку опоры и двигайтесь только вперед. То есть способов осуществления ваших идей может существовать множество. Опять же таки, помните, я говорила, вы выбираете, как бы, возможно, на кого-то ориентируетесь, что-то сопоставляете. Возьмите и, то есть не мечитесь, да, во множестве вариантов. Просто возьмите, выберите один и попробуйте. Не получится, выберите следующий. Потом еще какой бы то ни было. Надеюсь, здесь все понятно. Знаете, что вам помогло вообще? Что вас как бы подкинуло и протолкнуло, да, на вот эти вот вибрации, когда благоприятный момент для начала определенных проектов? То, что вы не пытались бороться с неблагоприятными событиями, людьми, допустим, там, нападками в вашу сторону. Ну, то есть это не говорит о том, что на вас нападали, допустим, магические, физические, либо психологические, и вы отмалчивались. Нет, вы просто в это не вкладывали свою энергию. Вы могли достойно ответить, либо и как-то там, ну, отразить эти все моменты, да, если та же магия, вы не сидите на месте. Но основной поток вашего сознания и энергии направлен абсолютно на другие, ну, то есть на ваше будущее, понимаете, на проекты. И это правильный подход. Вы этот момент использовали с выгодой. То есть здесь произошла некая сублимация, да, негатива в позитив на самом деле. Так, идем дальше. Здесь кто-то может, вот мне идет информация, кто-то хочет какой-то ритуал попробовать и, возможно, побаивается, либо обдумывает, либо еще что-то. Направляйте вашу энергию на построение будущего, иначе она иссякнет у вас. И помните об той женщине, которая выпадала? Вот здесь что-то как-то связано с ней, потому что она способствует тому, чтобы у вас эта энергия, ну, расплескивалась по сторонам. Понимаете, как будто вот вас просто отвлекают. Параллельно хотели бы узнать о ваших проектах, чтобы быстрее их воплотить, наверное, в реальность. Может быть и такой момент. Еще по этой карте я хочу посмотреть, от чего вы ушли и куда вы направляетесь. Так, куда вы направляетесь? Вот вы должны обдумывать каждый свой шаг и прислушиваться к тем, кого вы доверяете. То есть здесь вы будете вкладываться в проект, это однозначно. Материально, физически, на других планах бытия. Почему? Потому что, знаете, что здесь основополагающее? Какое бы вы решение ни приняли, вы должны быть счастливы при этом. От чего вы уходите? Вы уходите от ситуации, когда вам пришлось пройтись по головам людей. Вы спокойно оценили происходящее и преодолели кризис. Но вы прошлись по головам. Для практиков и магов, да, здесь вы просто на ура надавали кому-то лящей по подзагривку. То есть не колеблясь, не сомневаясь. То есть это вы преодолели. Но видите, есть какой-то еще аспект по этой жезловой даме, которая пытается вот вас как-то сдвинуть с пути с вашего, понимаете? Так, идем дальше. Вкладывайте ресурсы в достижение своей цели. И вот смотрите, вот обожаю просто эту колоду.
здесь возможны крадники, ребят. То есть вы вкладываетесь, вы взращиваете, вы трудитесь, вы работаете с тем же вашим родом, понимаете, со Вселенной. Но есть кто-то, кто базарится на ваши вот эти плоды, которые только-только еще начинают всходить. Знаете, что вы преодолели и вложили в фундамент того, на чем сейчас вы будете строить свое будущее. Вы перелопатили, давайте скажу так, не маленький пласт людей, ситуаций, событий в своей голове. Это анализ, самоанализ, самокопание, даже решение вопросов на физике. Что касается самих вопросов, тематика по тройке мечей. То есть люди, которые, грубо говоря, сидели на вашей голове, даже не на шее, на вашей голове, своими задницами, и планомерно в вашу спину втыкали вот эти вот мечи, подлянки, нападки магические, да, психологические. И вы как-то отстранились от них и именно проанализировали это все, прежде чем принимать решение. Что вы уже на данный момент получаете? Очень интересно. Значит так, вам необходимо очень осторожно выбирать моменты для своих вложений, дабы избежать потерь. Неважно, во что вы там собираетесь вкладывать и что. Не обязательно, опять же таки, финансы это могут быть. И что по поводу вашей работы? Да, отлично работа проходит. Вы приняли свои ошибки, потому что вы осознали, что именно они вас обогатили. То есть они вам помогли повзрослеть. А ну-ка, хочу уточнить, что с ними, с этим багажом. Вы решили следовать пути своему сердцу. То есть сделать выбор по сердцу. Путь будет трудным, и вы прекрасно это осознаете. Но он приведет вас к любви. Не обязательно это встреча партнера, ребята. Коль вы здесь можешь, знаете, что проходить. Долго работали на нелюбимой работе и решили открыть свое дело, заняться тем, что вы раньше называли хобби. Понимаете, что вы можете делать сутками и не уставать при этом. То есть то, что вас наполняет, вот это и есть любовь. Это тоже любовь, это тоже энергия, это тоже магия. Отлично. Здесь, я же говорю, здесь что-то связано с вашими проектами и крадники на это. Здесь кому-то очень хочется влезть в ваши планы. Узнать, о чем вы думаете, раскрыть ваши тайны. Понимаете, то, что вы держите при себе и ни с кем не делитесь. Не привязывайтесь сильно к тому, что вы сейчас имеете. Идите вперед и рискуйте. И вот смотрите, давайте я сейчас рассмотрю дальше, к чему вы стремитесь. И что вас там, из чего вы вышли, да, что вас тяготило и мешало вам раньше к этому стремиться. Смотрите, здесь негатив вас ограничивал, магический, либо любой другой. Вы не могли использовать из-за него возможности, которые вас окружали. Из этого вы как раз выходите. А к чему вы стремитесь, ребята?
Во-первых, здесь вы будете отрезать все, что вам не нужно, все, что вам не по сердцу. Не по сердцу почему-то мне идет вот так вот именно фраза. Возможно, кто-то из ваших предков так говорил. Может, бабушки, прабабушки, которых вы знали. Но кроме этого, в итоге вы к этому придете. Но на данном этапе вы еще будете пытаться найти компромисс между двумя точками зрения. Вот это вам перекладывать не надо. Если вы идете на компромисс, а другой человек по итогу нет, этого человека не должно быть в вашем пространстве. Почему так? Потому что вибрации Земли сейчас крайне ускорены. И если раньше, допустим, вы могли позволить себе терпеть в окружении неблаговидно поступающего в отношении вас человека хоть 10 лет, сейчас за это тут же штрафуют. Ага, ты не ценишь свой ресурс, ты не ценишь шансы, возможности, которые тебе предоставляют род, высшие силы. Давай, до свидания. Проходи урок по новой. Учтите, пожалуйста, это, потому что здесь все равно фонит вот той замечательной жезловой дамой. И вы же еще учтите, что это по стандартному значению, если взять, это также может проходить ведьма. Итак, смотрим дальше, ребят. Вам необходимо остановиться и взглянуть на вещи по-новому абсолютно. Не так, как вы смотрели раньше. Время было упущено. Все, вы на что-то очень много потратили своего времени. И у меня такое впечатление идет, что вы жертвовали с собой. Но теперь вам нужно остановиться, оценить, как я уже и сказала, что, где, когда и кто есть кто. И вы поймете, какая жертва необходима для ваших изменений. Жертва это будет, понимаете, ведь когда приходится отказываться от общения с человеком, который тебе был дорог по-своему, в меньшей, в большей мере, неважно, все равно ты как-то оставляешь часть себя, это тоже есть жертва, понимаете? Но это вы делаете не потому, что вы плохие, либо хорошие. Вы делаете это для того, чтобы идти дальше своим путем. Вы делаете это во имя своего будущего, вот так вот. Давайте по этой карте я все-таки хочу рассмотреть еще моменты. Вот видите, Татьяна, отлично, я вас поздравляю. Вы даже сами почувствовали на энергетическом уровне, да? Как такая, казалось бы, элементарная вещь влияет на ваше энергополе. Что вы там потеряли? Смотрите, карта справедливости, ребята. Здесь сделали так, чтобы вы не доверяли своим знаниям и умениям. Здесь все время внушали в вас сомнения, чтобы вы не шли к своей цели. Вот на это потрачено ваше время. Упущено. Упущено на это время. Здесь хотели, чтобы вы сами, понимаете, здесь вашими руками вас убивали. Вот давайте я вот так скажу. Здесь подселение через 6-ю чакру всякой ереси в вашу голову. Ненужных, не ваших мыслей, идей. В итоге это вылилось в ваши планы, это вылилось в вашу отсидку и в ваше бездействие. Либо же это планируют делать и хотят. Либо же вы отсекли пласт какого-то деструктива, но еще кто-то есть в пространстве, какая-то ведьма,
которая, вот понимаете, не хочет человек, чтобы восторжествовала справедливость. Почему? Это уже другая история. Наверное, потому что знает, что может получить по голове за свои деяния по отношению к вам. Следующий момент. Что там с вашей головой? А вот что с вашей головой. Шут. Здесь очищение, ребята. Здесь хотели из вас дурака сделать. И вот понимаете, вопреки всей этой белиберде, вы все равно сфокусировались на своей цели и освобождаетесь от ненужного. Потому что здесь у вас пошел приоритет на то, чтобы взять свою энергию и идти туда, куда вам хочется, с теми, с кем вам хочется. Здесь я еще хочу уточнить, какой багаж вы все-таки пытаетесь утащить, что вас тянет. Да ничего вас не тянет, слушайте. Здесь в ближайшее время у вас великолепная возможность получится. Сможете что-то осуществить. У вас на это есть ресурс, время вам дается, вам будут даваться помощники, подсказки. Главное, вот чтобы по сердцу вам было. Багажа у вас нет, я вас поздравляю. Багаж – это ваши знания. И эти знания вам в помощь. Так, от чего вы уходите? О, здесь четко король кубковый. Либо это мужчина может проигрываться, либо же это ваш личный аспект. Когда вы сами себя поили, травили, знаете, каким образом? Думали о людях и о ситуациях, то, что вы хотели в этом видеть, а не то, что было на самом деле. Вы как-то больше по эмоциям, понимаете, шли, нежели по здравому рассудку. Эмоции, изобретательность в этом плане. Здесь знаете, что мне еще проходит? Здесь и вы, и вами могли манипулировать, и вы тоже, я повторюсь. И как-то все на эмоционалке, либо же кто-то пытался вами так управлять, понимаете, чтобы вот вы эмоционировали. Вот от этого вы от этого очистились. Кто чистки делал, поздравляю вас. Куда вы там шагаете? В мага, в человека, который больше не будет терять время, который будет полагаться лишь на свои знания и выбирать сам свой путь. Здесь человек, который управляет своей жизненной дорогой, направлением. У вас очень много идей, ребята. И знаете как? Защита защитой, эмоции эмоциями, но это у вас под контролем. У вас сейчас, вы что-то увидели, были вам подсказки, кстати. Были подсказки, даже кто не считает себя практиком и тому подобное. Здесь как минимум во снах предки духи рода прям пришли уже кому-то и четко сказали: слушай, вот так и вот так делай, а вот этого не делай. Могло быть и такое. Опять же таки, как один из вариантов. Теперь я хочу уточнить, какой момент. Да, вы от этого ушли. Что вам там пытались вложить? Ну, ребят, здесь реально могли быть и вызовы, привороты, вот эти все моменты. И это то, от чего вы ушли, я уточняю. Кто-то вот явно хотел, чтобы вот вы были переполнены эмоциями. Чтобы ваша творческая энергия уходила во что-то другое. Понимаете, делали одно, а вам выстрелило абсолютно другим. Чем, я сейчас объясню. Здесь однозначно люди, которые прорабатывали себя, потому что по-другому, вот так вот это не сделалось бы. Сейчас объясню, что здесь происходило. Здесь были воздействия через любятину.
магического толка, либо же это просто манипулирование, либо же это там без магии, не важно. Короче, с или без магии не суть важно. И вот, значит, они трудились, кто-то из вас, если это магические войны, там отбивались, не отбивались, короче, шло как шло, да? Пытались сделать вот это, да, поработить вас. А в итоге получилось так, что вы наполнились творческой энергией, а не вот этой эмоциями, вот этими, понимаете, вот этой водой. Ни о чем и в никуда. Это когда ты не вкладываешь всю свою жизнь, потенциал, время в одного человека, в один проект, в одно направление. Понимаете, здесь вы начали ширить глобальнее, размышлять глобальнее, шире видеть, вот понимаете, все эти моменты энергии, их потоки, их изменения. Здесь сублимация произошла, как я уже и сказала. Вы смогли сублимировать негатив в позитив, если сократить вот вообще до вот этих 3 слов, или сколько их там. По поводу теперь, куда вы идете, хочу я еще уточнить. Ребят, здесь трансформация, здесь полностью отказ от старого. Вы прекрасно осознаете, что перемены неизбежны, проекты у вас есть, идеи есть, вы уже выстроили даже что, как, куда, как и почему, для чего. Кто-то из вас будет уходить, допустим, от родителей в новую жизнь, жить отдельно. Кто-то будет уходить из семьи, кто-то будет открывать новое, уходить от старых проектов, работы, друзей. Но вы осознаете, что эти изменения, эти перемены, какими бы они ни были, они не будут легкими. Перемены никогда не бывают легкими. Даже когда они радостные, все равно есть свои какие-то аспекты, да. Вот. То есть, но вы знаете, что это принесет вам счастье. Вас как будто осенило, вот мне хочется сказать. Озарение пришло. И здесь я еще могу такой момент сказать, ребята, не могу его не озвучить. Здесь кто-то кому-то может говорить, почему это идет, я не знаю, слушайте. Давайте так, основной поток это ваши планы, да, ваши проекты. Но есть еще следующий аспект. Здесь кто-то вот забеременел или хочет забеременеть. Но понимаете, здесь мне больше идет как то, что женщина будет рожать для себя. В первую очередь. Независимо от того, партнер будет адекватен, либо же, то есть, на него рассчитывать не стоит. Это вообще для вас, не цель, вообще ни о чем, как бы. Вы на это даже внимания не обращаете. Вы на это идете для себя. Тоже как вариант. Так, какие у вас там планы и идеи? Ой, вы прекрасно теперь осознаете, что вам не нужна помощь извне. Вы прекрасно самостоятельно справитесь с вашими проектами. Тем более, этот проект не один, это во-первых. Во-вторых, здесь явно были новости от предков духов вашего рода. И они вам принесли еще кое-что, кроме новостей. Они вам принесли энергию, запал, идею. У каждого по-разному. И давайте я посмотрю, здесь очень так интересно. Так, вот это я оставлю, мне надо эта карта. Здесь очень так интересно, возможно, 3 человека как-то задействованы были, да, на которых вы рассчитывали, либо как-то думали, что они вам могут помочь, либо что-то вот в этом аспекте. И вы четко осознали, может, вы дружили, да, компания у вас там 4 человека была, и вы поняли, что это вообще не ваше. Вот от слова совсем не ваше. Опять же таки, как пример.
Здесь реально вы сделали переоценку того окружения, в котором вы находитесь, ребят. Вы осознали, что как только вы решились действовать по пути своего сердца, пошло сопротивление со стороны тех, кого вы считали друзьями, соратниками, либо тех, кто вас поддерживает. Вы вдруг неожиданно увидели другую сторону человека, либо людей. А ну-ка, первый, второй, третий. Смотрите. Как будто бы вот один человек мог говорить, что сейчас время не для твоих целей, нужно подождать, потерпеть. Понимаете? Вы прям увидели, выкосили какой-то бурьян в вашем пространстве. Вот вы как будто поделились своей идеей и увидели, что человек, ну, такой, наоборот, вас притормаживает. Второй человек мог вас просто копировать. Мог, наоборот, вам говорить: подожди, подожди, тоже не торопись, не вкладывайся. И пока вы вот в этом не торопись сидели, этот человек по-своему брал ваш ресурс, понимаете? Не скажу, что это прям совсем там в деструктиве, но понимаете, как вода камень точит. Вот один здесь четко выступил, сказал: бе-бе-бе, фе-фе-фе, фу, твоя идея, твои планы, сиди дальше, там, где ты и сидел. А второй, ну, мол, может, не стоит, может, сейчас не время. Вроде как бы и не слишком рьяно в минус, да, но при этом вас в пассив вгонял этот персонаж. А третий человек мог говорить, либо это ситуация в общем об одном, да, о разных как бы аспектах, либо же это три человека. Смотрите, у каждого по-своему это проиграется. Вот третий аспект, это, возможно, вы равнялись на людей из интернета, что-то чему-то обучались, возможно, на курсы пошли, понимаете, как вариант. И вы перестали бояться того, что дорогу, которую вы избрали, окажется неверной. То есть вы поняли, что препятствия устранены. Возможно, вам кто-то что-то подсказал. Возможно, вы вообще просто обратились к кому-то за помощью. Вы поняли, что вы достигнете результата. Либо же третий персонаж вас поддержал. Вот так-то здесь. Так, теперь по вот этой карте мага я еще хочу уточнить. Что я здесь хочу уточнить, ребятушки? Чем вам нужно сейчас управлять? Смотрите, вам нужно принять свои же достижения и наслаждаться ими. Без чувства какого-то сожаления, либо, знаете, так, возможно, вы стесняетесь себя показать, проявить. Вот именно показать и проявить как-то себя. Вот это первое, что вам нужно сделать. Что по поводу ваших защит? Защиты в порядке у вас, отлично защиты. Но есть аспект того, что на них покушаются. Но защиты у вас хорошие. Что по эмоциональке? А по эмоциональному плану я скажу вам следующее, что вы приостановили все эти моменты, связанные с эмоциональным фоном своим, то есть сделали паузу.
И эту паузу вы используете для своего обучения. И это обучение вам принесет плоды в будущем. То, чему вы будете обучаться, то, во что вы сейчас будете вкладываться, чему вы научитесь, да. Может, кто-то вообще решил пойти на обучение магии, опять же таки, как пример. Долго думали, решались, и вот теперь уже пришла пора. Так что вот так вот. Здесь кто-то, да, очень хотел вас эмоционально прокачать, но не вышло. Вы правильно энергию вкинули. Перетрансформировали и вкинули туда, куда действительно ее нужно вкидывать в таких ситуациях. Оценивайте свои шансы и не позволяйте вашим эмоциям и вашим желаниям вмешиваться в ваши проекты. То, о чем я только что и сказала. Я вам хочу сказать, что все равно по всему раскладу здесь очень часто выстреливают карты, которые говорят о том, что вас ведут свыше. Знаете, что вам высшие силы передают? Что вы должны продолжать обучаться, развиваться в своем деле. И не верить иллюзиям, которые пытаются вам подсадить. Опять же таки карта, которая говорит: давай двигайся, не сиди на месте, смело ступай по выбранному пути, но старайся, чтобы эмоции не сбили вас с этого пути. Вот так-то. Вот и здравствуйте. Вам нужно идти за своим огнем. Не нужно сидеть в самообмане, ребят. Нужно освобождаться от оков. От каких оков? От оков, когда то хорошо, то плохо. Знаете, здесь и отношения в отношении вас могут быть то хорошие, то плохие от человека. То есть это манипуляция. То он, допустим, к вам с деструктивом, то с позитивом. То есть расшатывает вашу эмоционалку. Вам нужно двигаться в потоке, приспособиться к переменам. Это вас приведет к цели. Но не позволять вот этому вот туда-сюда как-то на вас влиять. Ну, вы, в принципе, от этого ушли через уроки с другими людьми из вашего прошлого, из вашего окружения. Но сейчас в пространстве могут появляться вот эти вот качели. Люди-качели я их называю еще иногда. Поэтому отсекайте, отметайте и не придавайте особого этому значения. Станьте собой, в конце концов. Ой, еще здесь такие моменты, знаете, могут проходить. Возможно, вы кому-то пообещали: вот мы будем дружить вечно, я тебя буду любить вечно, и т.д. и т.п. Вот вам надо это все убирать, как пример. Но помимо этого, здесь еще проходит следующее. Вы не должны бояться пересмотреть свои прошлые планы, соглашения, идеи, умозаключения, свой характер, в конце концов, свои привычки, которые на данном этапе вашей жизни делают вас несчастными. Вот так-то. Не оставляйте много незавершенных дел, проектов, мыслей. Доводите все до логического завершения, иначе они в итоге помешают вашей цели. Здесь знаете, какой аспект?
они будут вас оттягивать в будущем. Так, ребята, отпишитесь, пожалуйста. Со звуком нормально все? То есть, знаете, здесь что проходит? Хотите сделать, делайте. Хотите поговорить, говорите. Хотите от кого-то чего-то отказаться, отказывайтесь. Хотите высказаться, высказывайтесь. Я только говорю, слушайте, и достаю карту, вот, которая говорит, что нужно учиться выражать свои эмоции, чувства, мысли открыто. Поверьте, вы найдете своих соратников, давайте я вам так скажу. Здесь вот для кого-то, ребят, реально кто-то хочет открыть себя миру со своими умениями, знаниями, проектами. Кстати, по поводу того, что возможен провал, да, возможен. Примите это как неизбежное и извлеките уроки. И все. То есть не зацикливайтесь на этом. Просто сделайте выводы и идите дальше. Не впадайте в отчаяние. И опять же таки вот эта карта, которая открывала наш сегодняшний расклад. Контролируйте свои желания. Иначе не избежите потери и ошибок. Здесь все зависит от вашей внутренней, от вашего внутреннего вектора. Да, идите за своими мечтами, идите за своей звездой. Вы на верном пути. Не оставляйте надежду, не оставляйте свои цели. Чем больше вы будете отдавать в мир, тем больше будете получать извне. Вот так-то, ребят. Итак, а теперь, наверное, в моменте здесь и сейчас прям вот что, на что обращать внимание прям вот сейчас уже. Вам нужно принимать решение, делать шаги вперед. Или в итоге вы будете просто зажирать себя от того, что вы не сделали. Да, вот у меня есть то-то, то-то, но вот я недоволен. Я хотел бы большего, у меня были шансы, но я не воспользовался. Вот это может в итоге вас разорвать впоследствии, в будущем. Поэтому вам нельзя вот сейчас медлить. Вы в каком-то аспекте вашей деятельности, жизни, мысли, общения должны стать самостоятельными. Или же у вас могут начаться проблемы. Доверяйте своей интуиции. Продолжайте наблюдать за происходящим вокруг вас, и в итоге вы познаете истину. Но вы должны доверять своей интуиции. И вы узнаете здесь в первую очередь, кто есть вы на самом деле. Какие-то конфликтные ситуации вы будете завершать, особенно те, которые давно тянутся. Здесь кто-то вам перекрывал вот это самопознание. С помощью магии, ребят, перекрывали. Королева мечей. Этот мадам сейчас находиться может при смерти. Как вариант. Если не на физическом уровне, на энергетическом однозначно.
как подсказка вам. Взвешивайте свои решения, взвешивайте свои финансы, ваше благосостояние, благополучие. И тогда все это будет в безопасности. Возможно, вы будете заниматься несколькими делами одновременно. Тоже как вариант. И тем не менее, это приведет вас к стабильности, особенно в денежном аспекте. Не тратьте время на какие-то сожаления. Вот не тратьте. Люди делают и выбирают то, что делают и выбирают. Вас это вообще не должно волновать. Вас должно волновать только ваше предназначение, ваш путь, ваши цели, ваши планы, ваши желания. Собирайте свою волю и идите к цели, какая бы там она у вас ни была. Убирайте страхи, они не должны вас останавливать. Потому что те препятствия, которые существуют, они легко преодолимы. Возможно, кто-то пытается вам внушить другие аспекты в вашу голову, что у вас не получится, не выйдет, какой-то провал будет и тому подобное. Доверяйте потоку, ребят. Это единственный путь к ощущению вашей гармонии внутренней. И еще здесь есть какой-то рыцарь жезловый, который через побуханьку, посиделки хотел бы, знаете, вас в некий лабиринт ввести. Знаете, как в какую-то... Хотелось бы ему, чтобы вы перестали с ним защищаться от него. Тупо впустили его в свое пространство, ребят. И смотрите, королева кубка выпадает. Еще, чтобы свое сердце преподнесли, наверное, ему на блюдце. Здесь реально по сердцу какие-то каналы привязки могут быть. Если с кем-то будете сидеть, с мужчиной выпивать, подумайте раз 15, а стоит ли. Почему? Потому что здесь человек хочет, чтобы вы интуитивно начали считать его положительным персонажем. А в какой лабиринт там в итоге вы можете попасть и вас хотели бы? Смотрите. Вы должны сейчас творить на всю мощность, в чем бы ваше творчество не проявлялось. На вашем пути нет преград, но вот этот персонаж хочет вам внушить в вашу голову, что эти преграды есть. Здесь другие люди оценят ваше творчество по достоинству. Короче, никого не слушать и пускай гуляют вальсом эти ребята. Инвестируйте свои доходы, и не только финансового плана, в новое направление своего роста. Это только упрочит ваш успех. То есть делайте инвестиции в свое образование и в свои проекты. Девочки и мальчики, для кого актуально? Здесь реально вот этот, короче, рыцарь жезловый хотел бы на себя оттянуть ваше время. Время — это тоже ваш ресурс. Это во-первых. Во-вторых,
Если вы считаете, что этот человек вам там партия достойная, нет, здесь из области потом это выстрелит тем, что когда приехал, тогда и вовремя, а ты сиди и жди. Мол, всему свое время. А это время вашей жизни, помните об этом. И здесь еще такой персонаж, знаете, как будто вот вы еще кто-то. Для кого актуально за мужика, здесь вы еще кто-то. Вот смотрите. Вы должны использовать свой опыт и действовать без промедлений. Планировать. Да, давайте так, прекратите лениться. И полностью убирайте эмоции, потому что вы в шаге от реализации важного аспекта вашей жизни. А вот этот вот красавец хочет оттянуть ваше время на себя. Поняли, да? Еще следите, что вам кто в голову вкладывает, что говорит. В уши в основном. Смотрите, кто чем с вами делится. Этот человек, понимаете, от вас явно чего-то хочет. Он хотел бы все внимание ваше переключить на себя. Потому что вы источник энергии для него. Здесь вампиризм. И здесь попытки реально внушить, что что-то там этот человек из себя стоящее представляет. Но вы держите оборону от этого персонажа. Вот и продолжайте ее держать. Тем более, коль уж этот персонаж ведет себя как манипулятор и, несозревшая личность. Вот так-то. Разрушайте абсолютно все, что является для вас тюрьмой. Освобождайте свою энергию. Давайте я сейчас объясню, что это такое. Если у вас есть общение с человеком, опять же таки, я как пример привожу, и вы не можете понять, что он от вас хочет, то одно, то второе, то пятое, то 45-е, пошел этот человек нахрен, а точнее в задницу лучше, наверное, сказать. То есть не надо пытаться понять, что он хочет. Давайте скажу так, созревшие личности, люди, которые прорабатывают себя, они не занимаются такой ерундой. Люди, которые не являются вампирами, тоже этим заниматься не будут. Энергетическими вампирами, понимаете? Кто такие энергетические вампиры? Да те, кто просто, нуждается во внимании и в общении. Почему? Потому что они глубоко несчастные люди. Это ваши проблемы? Если вы хотите быть матерью Терезой, окей, вперед. Но здесь весь расклад о том, что вас хотят остановить на вашем пути. Принимайте решение быстро, и иначе вы упустите благоприятный момент. Просто упустите его. Не нужно вступать ни в какую борьбу, потому что победа и так за вами. Давайте все усилия в свои выигрышные дела больше вкладывайте. Здесь реально момент для нового творческого проекта очень хороший. Не медлите. Вам нужно делать быстро. Вот понимаете, вот прям бери и делай. Вот прям сейчас.
концентрация вся полностью на ваших идеях. В них вкладывайте всю свою волю. То есть ваши мысли должны быть заняты только одним потоком. Если ваши мысли будут откидываться на какие-то сожаления, воспоминания о тех людях, которые неблаговидно и почему-то мне идет нечестиво, я не знаю почему, относились к вам, обращались по отношению к вам таким образом, не надо думать, почему они так поступили. Не тратьте на это свое время. Поступили, да и поступили, потому что они так захотели, все. Вы должны думать только о том, чего вы хотите добиться, достичь, куда идти. Для кого-то мне идет, знаете, что актуально? Здесь кто-то из вас реально начинает понимать, чего он хочет от жизни на самом деле. Вот вы жили, вот это надо, вот так вот положено и тому подобное. Так социум воспримет, так вот. А вот так вот, как я хотела, о чем я мечтала, а как меня поймут, а как меня увидят, а что подумают, а что напишут. Вот этот курятник в голове. Ребята, давайте так, вы сделаете, а потом уже будете решать по ходу того, что будет происходить. А возможно, как-то никто, вам плохого не напишет, не отнесется, наоборот, хорошо. Смотрите, карта Солнца выпадает. Вы подключены к определенному источнику энергии. И ваши недоброжелатели об этом знают. Им надо это оттянуть у вас, просто оттяпать. Только к цели. Идти вам надо. Но смотрите, проясняйте ситуации с разных точек зрения в любом деле, в любом аспекте, в отношении с кем бы то ни было. И решите те конфликтные ситуации, которые вас тревожат. Допустим, хотите вы выяснить, почему вот так человек поступил, задайте ему этот вопрос. Если человек не идет на конструктивный разговор, на равноценный обмен, человеческое отношение, все, забейте на это. Но если вы что-то хотите для себя прояснить, вы должны это сделать. И смотрите, помните на будущее, чего бы вы ни добились, не нужно почивать на лаврах, вам нужно двигаться вперед и то есть результаты еще больше превысят ваши ожидания. Здесь полная трансформация, ребят. Здесь вы четко начнете отслеживать, куда могут сливаться ваши ресурсы. В этом и есть ваше везение. Финансы, здоровье, удача, фортуна, ваши идеи. Понимаете, вы прям начнете залатывать вот эту брешь в корабле своей жизни. И исключать тех людей, которые создают эту брешь для вас. Ну и вот смотрите, помните, говорила, королева мечей нападает? Все, нападки этой женщины на вас полностью закрыты. Ее очень хорошо вдвинуло в денежном аспекте. Ваш опыт с этой женщиной позволит управлять ситуацией. Но я вам хочу сказать, здесь нужно поблагодарить тех, кто вам помог в этой ситуации. Да? Кому обращались? Если к предкам духом рода, значит туда, да? Помните о том и о тех, кто вам помогли. Если это боги, к кому вы обращались, то же самое. Вот такой вот расклад. Ребят, напишите, пожалуйста, насколько он актуален на данный момент. Для вас. То есть вроде как бы ничего глобального, но именно по внутреннему состоянию прям таки даже глобально.
Здесь основополагающий аспект. Нужно закрывать конфликты. Давние конфликты с людьми. С самим собой, ребят. И опять же таки, понимаете, идет мне фраза, вот, не задумывайтесь, почему они так поступили. Поступили, потому что они так хотели, потому что они только так умеют. Все, на этом точка. Здесь конфликт внутренний решается в один, вот, который конфликт с собой. Решается вот так. Знаете, в каком аспекте? Возьми и сделай. Там, где страшно, где боязно, где вот есть эти непонятки, и ты живешь и думаешь, да, а вот почему так? Бери, выясни это. Боишься что-то сделать? Да сделай ты уже наконец. То есть здесь, да, здесь много, здесь и люди были показаны. И, ну, опять же таки, ребят, поток-то общий. Сами же понимаете, да? Значит, есть какой-то другой аспект. Неважно почему, неважно кто и что. Важно, знаете что? А почему я продолжаю стоять и почему меня это до сих пор беспокоит? Я думаю, в этом основная причина. Вот так-то, ребят. Итак, мальчики и девочки. И еще такой аспект по поводу защит. Кто бы там ни был побежден, опыт вы приобрели, кого бы вы там не победили, кому бы не настреляли по голове, либо еще почему-то остальному. Помните следующее. Оборона. Короче, хочешь мира, готовься к войне. Всегда об этом помните. Карта у нас выпала опять. Но опять же таки, не привязывайся к тому, что ты сейчас имеешь. Нужно идти вперед и рисковать. Риск, 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 риск. Ребята, риск. Да, Оксана, вот я же говорю, тащить ваше время на себя, ваше внимание, а время это ресурс, это самый вообще главный ресурс в жизни каждого человека. Да, вы слишком стали непривычной, непонятной для них, а вы просто стали сами собой. Вот в чем беда и огорчение для них. Вы перестали быть удобной, вот. Вы перестали быть удобной. И это касается каждого, кто сейчас повышает свои вибрации. Итак, ребят, и еще я хотела сказать вот какой момент озвучить. Интересный. Первое, напомню, для кого актуально, те обращайтесь, пожалуйста. На следующие 2 недели у меня идет набор на чистки. Это если, коротко, там есть свои нюансы. Я говорила в каком-то своем прямом эфире до этого. И остальной вопрос, который мне был крайне интересен, но я решила сразу по потоку посмотреть, и, собственно, для себя тоже подсказки получила. Значит, аспект следующий. По поводу моего ролика, сюжет 242 на моем этом канале. Насчет д'Артаньяновских крыс. Мне написал Д'Артаньян, оставил комментарий, я специально не блокировала. Вот. Кому интересно, зайдете, посмотрите, если он не удалит. Я его не блокировала, комментарий так и оставила. Во-первых, что я хочу сказать по этому поводу. Д'Артаньян для меня это не имя существительное, это глагол. И вот человек мне пишет, что здравствуй, да, я прямо сейчас читаю этот комментарий.
Здравствуй, да, я прихожу иногда на твой канал посмотреть, но не ради какой-то злобы или шпионства. Вообще, первый раз залетел к тебе ради троллинга, как и к другим, а не ради зла и прочего негатива. И ты не одна такая, я ко многим, кто в прямом эфире так приходил ради шутки, троллинга, ну и тому подобное. Но раз это тебя так задело, то я перестал тебя троллить. Так что можешь получше посмотреть, в общем, бла-бла-бла и дальше по тексту. Вот смотрите. Во-первых, человек крайне несчастный, раз занимается такой ерундой. Во-вторых, солнышко, ты слишком, много уделяешь внимания обычному троллингу. Во время прямого эфира с твоей ересью ты зашел с 5 разных аккаунтов, сейчас ты пишешь с 5-го. Скажу тебе честно, по своему, опять же таки, я сужу по себе. Получается, я же не занимаюсь такой херней, я не трачу на это свое время. Только вкинься, ты создал столько аккаунтов, и это еще те, которые известны. Я не удивлюсь, если их больше. Ты заходишь не только ко мне. Я понимаю, опять же таки, человек крайне несчастлив. Но что ты делаешь по факту? Для какой цели ты ходишь и это делаешь другим людям? Ты просто собираешь на себя негатив. И опять же таки, это все я комментирую, даже если предположить, что то, что ты написал, есть правда. Но я доверяю своей интуиции. И слишком много текста, если честно, было вкинуто в твое сообщение. Видимо, раскладом я прокопала твои больные аспекты какие-то. Ты ходишь к другим людям на прямые эфиры и тупо стягиваешь энергию. Ты вампиришь. Это как минимум. Но ты пишешь, что не ради зла и прочего негатива, а по факту ты несешь этот негатив. То есть ты по итогу противоречишь сам себе. И насчет того, задело ли это меня. Смотри, меня эти вещи не задевают. Но я обычный человек. Я не собираюсь скрывать своих эмоций или делать из себя то, чем я не являюсь здесь. Мне лень одевать маски. Мне лень на это тратить время. Мне лень притворяться одним человеком, потом другим. Потому что если я так буду жить, мне будет мерзко смотреть в зеркало. Все остальные, особенно мои недоброжелатели и любые другие люди, видят только то, что хотят видеть. Кто на высоких вибрациях, те видят одно. Кто на других вибрациях, видят другое. Понимаете, это все зависит от каждого человека в отдельности. И, мои эмоции, понимаешь, давай я приду к тебе, влезу в твое дело и начну тебе просто, портить настроение, поток. Я думаю, никому это не будет нравиться. И да, это нормально, что я этим недовольна. И да, я буду об этом говорить. Если ты считаешь, что я слишком там как-то задета, пусть будет по-твоему. Мне вообще без разницы. Но почему я это решила все озвучить и оставить? Ребята, на примере этого же Д'Артаньяна, понимаете, следите за тем, как люди действуют. Первое, человек пришел, насрал. Вообще не пойми с чего. Такое впечатление, что я твоего деда во время Второй мировой шлепнула, понимаешь? Это ж не только мне, он сам пишет, что не только ко мне так заходит. Пришел, насрал. Потом на 3-м моем канале ты пишешь мне благодарочку за какой-то мой ролик. Насчет храмов и погостов. Что это по факту? Это манипулирование. Я то плохой, то я хороший. То есть сейчас я тебя обосру, там я тебя похвалю, и ты расслабишься. Нет, я прекрасно понимаю, вижу, кто ты, что там сидит. И писать ты можешь, сколько хочешь. Я тебя больше блокировать не буду, посмотрим, будет ли тебе дальше интересно тут находиться, и таким, как ты. То есть, но основной аспект, ребята, о чем сегодня был расклад? Сейчас я и сделала. Я хотела это сказать, я говорю. Я не собираюсь стесняться своих эмоций. Плохие, хорошие, это есть эмоции. Я не буду играть в тихушницу, потому что те
кому ты там приходил на их каналы, и они делали вид, что все хорошо и спокойно, и они к этому, ну, похуистически относятся. Так вот, это такие люди первые, кто тебе въебут какую-то парчальку в спину. Это факт. Я считаю, что люди, которые в открытую высказывают, это люди, которые в спину ножи не тычут, понимаете? Я думаю, что лучше так жить. Лучше высказать то, что ты думаешь по этому поводу, и отпустить ситуацию, чем носить ее и вот сидеть и думать, что к чему да почему. Как бы по ответу человека я уже разложила, понимаете, по полочкам затыки и всякие остальные аспекты. Но, ребята, это просто вам пример. Вот на личном моем канале на этой ситуации. Как нужно на это все реагировать и как нужно все сопоставлять. Разбирайтесь, кто есть кто. Но не до такой степени, что вот я сижу, думаю, копаюсь там и т.д. и т.п. Выводы сделали, до свидания. Не важно, что вам человек говорит. Понимаете? У меня было множество примеров, когда человек улыбается и говорит: да нет, 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 ты что, а мне снятся предки рода, и вот, и вот. А он в глаза смотрит человек и говорит: нет, 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 ты что. Поэтому вот с тех пор я доверяю своей интуиции в первую очередь. Лучше я ошибусь. Мне не взападло потом признать свою ошибку. Вообще без проблем. Но я сделаю так, как я хочу. Я буду спокойна. В первую очередь я буду счастлива, потому что я сделаю так, как я хочу. И одна из моих самых любимых уже крылатых фраз: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем кричать в темноту: кто там. Надеюсь, всем понятно как бы. Для чего я это все рассказала, с какой целью, и надеюсь, каждый из вас сделает свои выводы из этой ситуации. Всех благодарю за внимание. И, ребят, за последние, по-моему, сутки, двое, где-то примерно так, очень много из вас, тех, кто оставил комментарии. Я наконец-то увидела, что у нас есть живые души, а не мертвые, да? То есть я увидела, что от вас идет обратная связь. Мне это очень приятно. Я вас всех сердечно благодарю. Желаю вам всем приятной недели и всем осознанным добра этого мира. Всем пока-пока.